Когда бывшая девушка начнет по тебе скучать? Когда вернется? Это, пожалуй, единственные вопросы, которые твое затуманенное сознание позволяет себе задавать после ее ухода. Особенно в первые дни, недели. И я через это проходил когда-то, друзья. И вот благодаря этому опыту, пусть негативному, но негативный опыт – это тоже опыт, это хорошо. Мне удалось рассчитать реальные сроки, когда девушка начнет думать о тебе. Впоследствии это, конечно, все подкрепилось практикой, изучением и анализов ваших историй, которые вы мне присылаете. Можно ли ускорить этот процесс зарождения ностальгии у бывшей, мысли о тебе? В этом видео все по полочкам, как обычно. Первое, от чего зависит, когда бывшая начнет скучать, это насколько продолжительное время ты бегал и унижался после ее ухода. Это самая частая ошибка мужчин, ведь очень сложно поверить в эту неожиданную новую реальность. Для мужчины это как гром среди ясного неба. Ничто не предвещало беды. Еще буквально 2 недели назад все было хорошо. Вы вместе валялись в кровати, смотрели фильмы под чипсы с колой, а теперь по щелчку пальца этого нет. И вот в этот момент у тебя закрадывается такая иллюзия, что нужно как можно скорее просто сесть и поговорить. Обсудить эту проблему. Как до этого, раньше, в отношениях вы делали. И все было хорошо. Но, когда ты сейчас не получил этой привычной ответной реакции от девушки, здесь тебя накрывает волной безумного стресса. Здесь ты готов дать ей все, что она хотела. Пообещать все, что угодно. Не развивался? Завтра устроюсь на вторую работу. Давно никуда не ездили на отдых? Выбирай любое место, куда захочешь, туда и поедем. Не делал предложения? Уже бегу в ювелирный. Выбирай дату свадьбы. Но мужчина здесь не учитывает одну важную штуку. О том, что решение женщиной принято уже задолго до этой финальной фразы «нам нужно расстаться». Задолго. Из чего следует что? Что все эти твои благие, казалось бы, действия, намерения не разрушать все, сохранить отношения, семью, воспринимаются ею банально как просто нуждаемость, что равно слабость. А как нам известно, слабые мужчины женщин даже на биологическом уровне просто не привлекают. К чему я веду? К тому, что все эти попытки мужчины обсудить, все эти бесконечные звонки, смски с неуклюжими заходами, сблизиться, показать свои изменения или задарить подарками, могут длиться неделями. Кто-то месяцами бегает и оббивает пороги бывшей. И исходя из этого, логично, что для того, чтобы ей начать по тебе скучать, нужно как минимум сначала забыть этот твой навязчивый образ, который кроме жалости ничего не вызывал на самом-то деле. У тебя сразу может закрасться вопрос: а разве такое можно забыть? Ведь я уже напортачил порядочно. Да, конечно, друзья, ведь память имеет такое свойство, как всегда работать на позитив. Чем больше времени проходит, тем больше этих хороших воспоминаний у девушки откладывается в голове. А все, что негативное, плохое, оно забывается, как будто этого и не было. Такое интересное свойство нашей памяти. Что по срокам здесь? Бывшая начнет скучать не раньше, чем через 2-3 месяца, как правило. При условии, что ты недолго присмыкался. Если же долго, то через этот срок только у нее начнется стадия под названием «наконец-то отстал». Да? А потом еще плюсуем этот срок. Поэтому рекомендую с этим не затягивать, друзья. Второе, что влияет на сроки, это объем негатива, который женщина испытывает к тебе. Ты можешь спросить, что за негатив, откуда он вообще взялся? Помимо того, что первое, она сама подкручивает его в себе в момент ухода, нагнетает эту искусственную обиду на тебя. Для чего? Все просто. Для того, чтобы заглушить свою совесть, чтобы было легче расстаться. Она ведь не хочет брать на себя такую ответственность большую. Это тяжело. Это может на нее потом в будущем влиять. Да, она может пожалеть. Она это понимает. И поэтому пытается все это сбросить. Что это ты плохой, что это ты виноват. Эти взятые с потолка абстрактные претензии по типу «ты не развиваешься» или «разбрасываешь носки по дому». Это из этой оперы. Это первое. И второе, важно. Нередки случаи, когда мужчине срывает крышу от этой безысходности и отчаяния настолько,
что в ход идут уже угрозы. Угроза что-то сделать девушке, как-то подпортить ей жизнь, шантаж, ну и другие неэкологичные совсем методы. По сути, в этом сценарии ты переходишь уже в статус врага. Это первое. И второе, если девушка уходит к какому-то другому мужику, или на горизонте есть хоть кто-то мужского пола, отдаленно напоминающего потенциального конкурента, это запугивание и угроза уже ему. Благодаря чему мужчина успешно мигрирует в статус преследователя и абьюзера, что для женщины также удобно. Также на практике были случаи угроз делать что-то с собой. Но такое тоже бывает. К чему мы приходим при этом сценарии? А к тому, что тут для бывшей ты становишься просто неадекватным человеком. Безумным человеком, в плохом смысле слова, которого необходимо всячески избегать. Ну, потому что это банально опасно. Да? Из чего следует что? А то, что для того, чтобы женщина начала скучать по человеку, который транслирует опасность, ну, логично, нужно гораздо больше времени. Сколько? Здесь уже ситуация сложная, нужно смотреть в каждом индивидуальном случае. Но доводить до такого я строго не рекомендую. И вот если ты сейчас слушаешь и понимаешь, что это твоя история, твой сценарий, то здесь нужно не сидеть и высчитывать сроки возврата бывшей. Это вторично в твоем случае. Первым же делом тебе необходимо поработать с собой, с самооценкой, смыслом жизни, убеждений и целей. И как можно скорее занизить значимость. Третий фактор, от которого зависят сроки зарождения у бывшей ностальгии и мысли о тебе. Это твоя объективная значимость. Объективная. Не путать с субъективной ни в коем случае. Ведь именно по причине утраты субъективной значимости девушка, собственно, и прикончила ваши отношения. Что такое объективная значимость? Простыми словами. Это насколько ты привносил комфорт в ее жизнь. Упрощал. Делал ее легче и беззаботнее. То есть это твои честные, реальные действия, которые можно пощупать, потрогать, увидеть. Ну, например, ты хороший, удобный мужчина, который забирал девушку с работы на автомобиле, куда-то отвозил, привозил за покупками, там, к родителям и так далее. Ну, в роли такси, так скажем. Удобно? Удобно. По дому много чего мог сделать и делал. Ну, рукастый мужчина. Хорошо? Не то слово. Помогал во всем. Решал проблемы. Брал на себя ответственность. Но не мужчина, а мечта. А ведь к этому очень легко привыкнуть. И далеко не каждый это может дать. Это первое. И второй фактор, немаловажный. Это когда ты даешь женщине комфортный, такой сытый уровень жизни за счет каких-то финансовых ресурсов, если ты обладаешь такой возможностью. Да-да, и от миллионеров уходят, друзья. Это к вопросу о частых комментариях по типу «будут деньги, будут и женщины». Не-не-не, так оно не работает. На консультациях у меня полно историй, когда от полностью обеспеченного, упакованного мужика женщина уходит к фитнес-тренеру на окладе или к Пете из соседнего подъезда. Полно историй. Поэтому финансы я бы воспринимал больше как бонус на старте, который дает тебе какое-то преимущество. Но дальше марафон все бегут одинаково. Никаких исключений. Так вот эти все рестораны, путешествия, поездки, дорогие покупки, подарки, оплата всех хотелок. Женщина же тоже к этому всему привыкает. И вот когда лишается этой легкой жизни, то рано или поздно начнет обязательно скучать по этому комфорту. Ведь внутри отношений она этого просто не ценила. Не ценила этой легкой жизни. Это как те, у кого есть деньги, говорят, что деньги не главное. Вот с такой философией она и жила. Все твои вложения были обесценены со временем. И неважно, бриллианты ли ты ей дарил, или букеты с ромашками. Здесь ведь только два варианта. Либо ты давал избыток, по факту просто перекормил девушку этим. И она просто была вынуждена искать этого контраста. Что-то вспомнился сразу этот выпуск из Ералаша, когда школьник ел эклеры наспор. Когда он заверял, что съест все до последней, там было штук 10 или 20, не помню. Первые 3 ел с удовольствием, потом так себе, а последнюю просто впихивал, потому что она ему уже вот здесь не лезла. Какой бы этот эклер не был безумно вкусный, если ты его переел, оно тебе поперек горла встанет. Так же вот и с бывшей. Это первый вариант. И второй,
Если ты был умерен в своих вложениях, и она все равно ушла, то значит она и не способна была оценить в принципе хорошие отношения. То есть в ней просто эти качества не воспитаны. Такая женщина обречена на вечные поиски того самого принца на белом коне. Так вот, к чему я веду? Из всего этого комфорта, который ты предоставляешь девушке, складывается твоя объективная значимость, ценность. И бывшая будет поэтому скучать. Даже если у нее начнутся какие-то отношения. Представим такой расклад. Она неизбежно будет сравнивать с тобой. А мой-то забирал меня с работы, а этот не забирает. А мой-то дарил подарки, а этот не дарит. А мой-то мог по дому все сделать, кран починить, что-то отремонтировать, а этот ничего не может. То есть постоянно будет вот эта отсылка к тебе, к вашим отношениям. Ну, это как когда ты взял какой-то новый представительский автомобиль, комфортный. Вначале ты кайфуешь, получаешь удовольствие, радость. Потом отъездил год, 2, 3, возможно. И вроде как-то привык, как будто так и должно быть. Того вау-эффекта и эйфории ты уже не ощущаешь. Но когда пересаживаешься в автомобиль похуже, какой-нибудь БУ или другого класса, тут начинаешь задумываться. Не хватает того удобства и комфорта. Не хватает той тихой подвески, да и тупо масло не жрет. У тебя может закрасться вопрос. А что толку мне с того, что бывшая будет скучать вот по этому комфорту, который я давал? Зачем мне это? Я-то хочу, чтобы она по мне скучала. Вот по мне, как по личности, как по мужчине. А это, друзья, уже дело техники. Я лишь раскрываю механизм, который заставляет женщину думать и ностальгировать о тебе, в ваших отношениях. И вот когда этот механизм заставит ее выйти на связь, сделать какой-то шаг в нашу сторону, тут уже только правильные действия с нашей стороны позволят взвинтить эту уже субъективную значимость, да, нас, как мужчине, взвинтить ее до небес настолько, что она в принципе забудет причину, которая сподвигла ее вернуться, да, попроситься обратно в отношения. Она просто будет хотеть быть рядом с тобой на любых условиях. Поэтому я и говорю, вот этот период, там несколько месяцев, важно нам не сидеть и ждать, да, в том же состоянии нуждающейся жертвы, а занижать значимость и работать с собой, чтобы правильно среагировать. У нас было нужное внутреннее состояние, которое женщина обязательно считает, и мы могли более эффективно действовать. Четвертое, от чего еще зависит время, когда бывшая начнет скучать, ностальгировать. Это убежала ли она из отношений с тобой к кому-то, к другому мужику. Ну, как это называется, прыгнула с ветки на ветку. Либо просто потому, что чувства угасли и куда-то испарились. В неизвестном направлении, ветром просто унесло. Если ушла, назовем это просто так, из-за провального баланса значимости, как правило, то тут мы и разобрали. Если ты долго не унижался, отсчитывай от 2-3 месяцев до первых пингов. Возможно, будут смс-ки, как дела, что нового. Поздравления с Новым годом, с днем рождения, просьбами чем-то помочь. Да, были случаи, и что раньше выходили. Да? То есть исключения из правил никто не отменял. Но здесь уже зависит от конкретной ситуации, от конкретных отношений. И здесь нужно смотреть, анализировать и разбирать это. Так вот, это первое. И второе, получается, если она уходит к другому, здесь важно, мы плюсуем вот этот срок отношений вот с этим другим мужиком. Плюсуем. То есть этот период, он выпадает, пока бывшая в отношениях с ним, она не будет думать о тебе совсем. Особенно в начале, когда вот этот конфетно-букетный период особенно. Но не будет, хоть ты на стену лезь. Она сейчас идеализирует вот этого нового партнера своего. Он для нее сейчас принц на белом коне. Он сейчас лучшее, что случалось в ее жизни, конечно же. А ты балласт, который мешает ее счастью. Так вот, когда эти отношения завершатся, а исходя даже из моей практики, они в 99% случаев разваливаются. Почему? Потому что отношения формата с ветки на ветку, они априори недолговечны. 6-8 месяцев максимум, часто меньше. Эти отношения уже изначально не экологичные. Их не должно было существовать. Почему? А потому что мотиватором для бывшей здесь служат плохие с точки зрения здоровых отношений штуки, как похоть, страсть, эмоции. Дофамин получает, короче. Такой быстрый, легкий, некачественный. А гормоны что?
правильно, они имеют свойство со временем угасать и уходить на покой. И вот здесь вот эта розовая пелена с глаз спадает. Плюс очень часто сам мужик, вот этот другой, он очень быстро проваливает баланс значимости. Ну и по сути просто поселяется в слабой позиции. Начинает заглядывать девушке в рот. И что по итогу? По итогу конфетно-букетный период заканчивается. Первый конфликт. И вот как раз таки здесь у женщины начинают приходить в голову мысли о тебе. Что ты на самом-то деле во всем был намного лучше. Ну вот те самые объективные качества начнет вспоминать. Что по срокам здесь? Да, не сдвигаются, как мы выяснили. Но не стоит этого бояться. Это частое опасение мужчин. Вот она ушла к другому. Все, это конец. Все пропало. Часто впадает в депрессию. Важно здесь что понимать? Что для зарождения ностальгии сроки не важны. Важны лишь обстоятельства. Когда эти обстоятельства ее настигнут, тогда бывшая начнет по тебе скучать. Но опять же, в этом сценарии я бы серьезно задумался, а стоит ли рассматривать на второй шанс девушку, которая так жестко предала тебя, унизила, уйдя к другому мужчине. Просто повелась на дешевый дофамин, повелась на внешность, статус, деньги, что угодно. На мой взгляд, поступок бессмысленный и безрассудный. Здесь важно прислушаться к себе. Если в тебе сидит вот этот червячок жалости к себе, что это, ну, да, я виноват, что так вышло. Это моя вина, что ее увели у меня. Или попытки самообмана, что да, роднуля просто запуталась, ее просто сбили с толку. Подруга нашептала плохое. Или психологов наслушалась из интернета. То здесь нужно тебе не сидеть и выжидать ее. И даже не нужно начинать тотальный игнор. Сперва тебе нужно отыскать в себе это вот некогда забытое критическое мышление, которого бывшая лишила тебя в отношениях, отрезав яйца. И к тебе, скорее всего, придет верное понимание ситуации. О том, что, оказывается, ее вовсе не увели у тебя. Это она сама позволила себя увести. А оказывается, ее не сбили с толку, или она психологов наслушалась, а она просто искала повод уйти. Так вот, если ты боишься этой правды, тогда к возврату пока еще ты не готов. С этим, друзья, разобрались. А как нам все-таки понять, увидеть, что бывшая начала по нам скучать, думать о тебе? Ведь если она не пишет, не звонит, не караулит у подъезда или у работы, как мы это поймем? А здесь нам на помощь приходят социальные сети, мессенджеры. То есть там, где мы можем проциклопить ее через интернет. Хотя я не рекомендую этим, конечно же, заниматься. Разве что ради опыта. Но какие сигналы ты можешь увидеть? Первое. Бывшая тебя зеркалит. То есть, если ты, например, долго ничего не выкладывал на своей страничке в Инстаграм или в других социальных сетях, а потом неожиданно что-то запостил или добавил какую-то новую фотографию на аватарку, и смотришь, хоп, в этот же день или там на следующий день девушка тоже ставит новую фотографию. Совпадение? Нет. Значит, мониторит тебя. А что это, в свою очередь, значит? Ностальгирует, думает, скучает. Второе, что мы можем еще увидеть. Внезапная активность. То есть, женщина долгое время ничего не выкладывала, никакой активности не проявляла. Такое затишье было. Часто мужчина здесь начинает паниковать уже, что происходит, она куда-то пропала. А потом, через несколько недель, месяцев, резко начинает просто бомбить постами, статусами, фотографиями, фотосессиями. То есть, очевидно, здесь идет расчет на то, что у тебя в ленте новостей все это появится, и ты как бы обратишь на это внимание. То есть, это служит неким побуждением тебя к действию. Еще есть такой интересный момент, когда бывшая разблокирует тебя в мессенджере или в соцсетях. Да, ну это очевидно. Но что менее очевидно, это когда она блокирует. Как ни странно. Да? И многие мужчины здесь тоже на панике, что она заблокировала меня везде. Но здесь надо смотреть внимательно. Как правило, она оставляет всегда какое-то одно окно. То есть один мессенджер или одну соцсеть, где она тебя не блокирует. То есть везде ты в черном списке, а тут нет. То есть у тебя есть возможность с ней связаться всегда. Так вот, если ты наблюдаешь такую картину, то будь уверен, что вот это добавление в тебя в черный список, это не то, что она не хочет
с тобой как-то связываться и иметь дело, а хочет. Она просто выбрала такой токсичный метод на тебя повлиять и побудить к действию. Потому что самой, ей как бы не с руки. То есть ты еще пока не достоин ее реальных действий. В чем, друзья, коварная опасность? Не нужно думать, что бывшая хочет вернуться здесь и сейчас. Это вот к частному вопросу мужчин после консультации. Когда через какое-то время девушка отзеркалила или разблокировала, возможно, подруга лайкнула. И здесь тебе все говорит о том, что очевидно, что она скучает. Я же это вижу, вот она подает недвусмысленные сигналы. Просто не решается написать сама. Но могу же я проявить эту инициативу, сделать этот мужской поступок, этот жест и написать первым. Что в этом страшного? А то, что я смотрю статистику, вижу на практике, когда мужчина делает этот шаг, а в ответ тишина. Тишина. Либо какая-то формальная, холодная реакция. Явно не та, которую он ожидал. Что это? А это еще один невыносимый удар боли. Еще одна волна стресса. Вот что происходит в реальности. Ведь что такое скучать? Давай найдем смысл в этом слове. Скучать – это желание получить то, чего получить не можешь. Желание обладать тем, что недоступно в текущий момент. Улавливаешь, да, смысл? И ты, например, сидишь в игноре, и ты недоступен, и ты пропал с радаров, и бывшая начала скучать. Но вот эта степень скучания, да, степень желания, она ведь разная. Вот этот уровень мотивации девушки к действию, он тоже разный. Задумайся, а нужна ли тебе такая мотивация бывшей вернуться, которая называется «не решаюсь даже написать». Или все-таки тебе нужна мотивация под названием «готова на все ради него», ради того, чтобы он дал мне второй шанс, где она будет обрывать твой телефон и караулить у подъезда. То есть вот этот первый вариант является ли оптимальным вариантом для правильного восстановления отношений, где ты будешь однозначным лидером? Нужны ли тебе отношения на тех же условиях? Но если в тебе присутствует хоть малая доля здравого смысла, нет. Ведь при тех условиях девушка и ушла. Да? Ну и наконец, нужны ли самой женщине такие отношения? Да тоже нет. Ведь она хочет быть в слабой позиции и испытывать эмоции. Поэтому к чему мы приходим? К тому, что скучать – это не наша конечная цель. Мы не к этому стремимся. Это всего лишь стадия, которая бывшая проходит перед полноценным выходом на связь из игнора, например, с извинениями и раскаянием. То есть, когда мы видим все эти сигналы, для нас это должно являться лишь ориентиром, индикатором того, что весь этот процесс реанимации отношений идет в нужном направлении. Не нужно бояться, друзья, что прошло 2-3 месяца, или отношения у нее там полгода уже с кем-то, вон она фотографии выкладывает, как она счастлива, и все у нее хорошо. Это все фигня. У ностальгии нет срока давности, и со временем она будет думать о тебе все больше и больше, и значимость будет расти. Как это ускорить? Вариантов много, и нужно рассматривать индивидуально, конечно, каждую историю. Но какую рекомендацию я могу дать общую, которая подойдет под все случаи? Ту, с которой стоит начать и сделать это вот прямо сейчас. Это остановиться. Это обрубить связь. Перестать, наконец, бегать за женщиной, преследовать ее, заваливать смс-ками и звонками с других подменных номеров. Вместо этого начать занижать значимость. Это основа для успешного возврата. Только так мы будем готовы к тому, чтобы объективно рассмотреть возможность дать бывшей второй шанс. А это возможно только полностью избавившись от этой любовной зависимости, в которой ты пребываешь. Друзья, для этого напоминаю, что у меня сейчас доступен курс «Как не думать о бывшей и начать жить». За приобретением обращаемся в личные сообщения. Обязательно поделись этим видео со своим другом. И жду ваших историй в комментариях.